Из-за аварийной работы альтернатора на этом генераторе. Вот этот генератор. Вот альтернатор. Это уже новый стоит. Заменили. Старый погорел. Сделал выброс тока. По цепи постоянного тока 24 вольта. И у нас много чего погорело. Сейчас идем в ЦПУ. Вот PLC управления и коммуникации, которые многие из них тоже погорели от 24-вольтового питания, проблемы с питанием. Вот этот погорел, вот этот, вот эти на главные двигатели, вот этот. Сейчас скроем, посмотрим. Вот из-за сгоревших PLC у нас все показывает перечеркнуто, никаких данных не поступает на систему мониторинга и управления. Где бы мы, что бы мы ни переключали, все перечеркнуто. Вот. Никаких данных. Надо делать PLC. Мы заказали новые PLC взамен сгоревших. Это стоит 135 тысяч евро, но поставка будет только через 6-12 месяцев, в зависимости от модели. Целый год. Так что отремонтируем старые, пока новых PLC еще нет. Итак, рассмотрим первую группу контроллеров. Ну вот один из этих PLC. Состоит из головы и базы. Начнем с базы, потому что сюда подавалось питание. Будем смотреть, куда оно пошло. Так, я поставил на прозвонку. Сюда приходит 24 вольта. Плюс и минус. Ну и дальше я посмотрел, тут отсюда идет конденсатор, катушка. И вот это, скорее всего, варистор. Вот он, пробитый варистор. Дальше идет предохранитель. Пошло вот на вот этот, что это, или транзистор, или какая-то сборка. Но вот эти два предохранителя целые. Варистор пробит. Так что, может быть, этим заменой варистора и все закончится. Запаял сюда новый варистор вместо сгоревшего вот этого. Поставил вот такой на 38 вольт постоянного тока. Это как раз такой же, как был по характеристикам. Только здесь был в SMD исполнении, я поставил в обычном. То, что было под рукой. Сейчас уже короткое замыкание ушло на питание вот здесь. Ну, сейчас собираю эту базу. Посмотрим еще голову. Собрал. Пришлось чуть-чуть здесь сделать дырку. Потому что новый варистор габаритом не влазил. Ну ничего, лишь бы работал. Это я разобрал голову, посмотреть, может быть тут что. Батарейка для питания памяти, для вот этой, она выскочила. Конечно, глянем. Я думал посмотреть здесь, что неисправности, но здесь я ничего не нашел. Вот эти на входе детали все целые. Тут тоже особых косяков я не обнаружил. Собираю обратно. Совмещаю с базой. И дальше будем смотреть другие PLC. Померил вот эту батарейку. Здесь осталось меньше 1 вольта. А должно быть 3,6. Так, батарейку надо найти, заменить срочно. Вот это второй PLC. И тут прямо видно, как бомбануло вот этот варистор. Вот его ж вырвало кусок, как он сгорел. Получилось вот так. В этой голове тоже батарейка оказалась меньше 1 вольта. Должно быть 3,6, осталось меньше 1 вольта. Вот так вот она, крышечка снимается. Снимается крышка, вытаскивается батарейка.
Это литиевая батарея. Это третий PLC. Вот заменил, поставил такого типа варистор. Это сгоревшие SMD варисторы, которые были. Один вон вообще аж как выпучило его. Остальные тоже такие подгоревшие. Так как эти PLC еще не работают нормально, мы видим, что здесь вот у нас горит fault. Здесь ничего нет, уже, по крайней мере, не выбивает предохранители. Он должен работать как-то вот так, должен быть гореть power, run. Вот, здесь должна быть сигнализация, здесь тоже надо будет проверить. И вот здесь у нас видно только вот тут fault. Итак, что мы имеем на данном этапе? В этой группе есть ведущие PLC или мастер, есть ведомые PLC или slave. При выходе из строя ведущего, ведомый становится главным и продолжается нормальная работа системы. Есть еще дополнительные PLC для дополнительных связей. После замены варисторов полностью восстановил свою работу только один PLC из трех, вот этот. В двух других PLC сгорело что-то еще, кроме варисторов. Эти блоки, в которых горят лампочки F, то есть fault, исправны. Это два модуля из ведущих и один из ведомых PLC. Эта индикация fault говорит о том, что питание на эти блоки приходит и что они отрабатывают свою программу и выдают нам сигнализацию о том, что в системе что-то не так. Оставшиеся три модуля неисправны, так как на них нет никакой индикации. Надо вскрывать и смотреть. Один модуль удалось найти в зипе, вот этот. Так что теперь картина выглядит вот так. Надо будет еще раз проверить цепи питания в этих больших PLC. Вот здесь входит 24 вольта постоянного тока. И видно, что питание распределяется на две линии. Получается, что здесь у нас вот здесь в голове не работают лампочки. Вообще никакая не работает лампа. Это говорит о том, что вот на эту плата индикации, вот сюда ничего не приходит. Потому что в идеале оно должно вот так вот быть. Вот. Так вот оно стоит. Индикация никакая не горит. Поэтому я снял плату с головы. Начал смотреть. Здесь было три платы. Вот эта плата вместе. Так вот. И еще плата питания. Вот такая. Эту плату надо внимательно посмотреть. Вот в чем была проблема. Вот здесь вот эта плата, здесь три платы находятся. На эту плату приходит питание с базы. Вот помечено где плюс-минус. И дальше подключили сюда питание с лабораторного блока. И смотрели, куда дальше идет напряжение, что меняется. И вычислили, что вот эта микросхема, это операционный усилитель. Сюда питание подходит, но отсюда ничего не уходит. Так что заменив вот эту микросхему, это уже замененная микросхема. Питание восстановилось, и работоспособность вот этого PLC тоже восстановилась. Сейчас все исправно, все работает. Причина была вот эта микросхема на вот этой плате. Вот эта микросхема LM2901, которую пришлось заменить. Текущее состояние дел такое. Осталось два модуля левых крайних. Эти модули ответственны за связь по Ethernet, по кабелю RG45. Вот он, один из этих модулей. Это последние модули, в которых была неисправность. Вот такие модули. Здесь плата. Вот две платы от PLC, дополнительные блоки. Здесь был обнаружен сгоревший предохранитель. Вот такой вот на 1 ампер. Вот здесь с обратной стороны.
Вот здесь такой транзистор 4056. Его маркировка. И он пробит. Это MOSFET. И он пробит между стоком и истоком. Такой MOSFET у меня есть. Эти заменим. SMD предохранителя нет, но есть вот такой вот, тоже на 1 ампер. После того, как я отпаял вот этот MOSFET, полевой транзистор, мы видим, что здесь между стоком и истоком осталось у нас нормально 13 килоом. Это хорошо. Ну и видим, что транзистор, у нас короткое замыкание под замену. Также, что мы здесь еще на плате можем увидеть, вот эта микросхема, это драйвер. Вот здесь между второй ножкой питания и 14 ножкой земля у нас короткое замыкание. Эту микросхему тоже под замену. Вот эту и вот эту под замену. Здесь у нас стабилитрон. Здесь все в порядке. Это тоже прозванивается нормально. Отпаял здесь микросхему. Вот здесь. Теперь смотрим сопротивление между второй ножкой и 14. Вот. Мегаомы. Нормально. Нормально теперь. Снял еще здесь конденсатор. Он мне мешал отпаивать микросхему. Сейчас все поставим на место. Здесь разводы немного. Это я снимал лак. Лак снимал вот таким вот ВД-40. Для зачистки карбюраторов снимает лак. Ну, разводы здесь остаются на плате. Ничего страшного. Сейчас буду ставить новые детали. Верну сюда конденсатор вот этот. Вот сюда. Ну и на этой плате вот был заменен MOSFET. Вот эта микросхемка. И вот этот транзистор. И еще предохранитель. Текущее состояние. Все PLC первой группы отремонтированы. Вот они, все работают. Идет обмен данными, индикация. Все исправлено. И все работает так, как надо. Вторая группа контроллеров. Это PLC для управления генераторами. 4 большие и 4 маленькие коробочки. Синхронизаторы для совместной работы этих генераторов. Вот я снял один PLC. Это для дизель-генераторов. Сейчас мы его посмотрим. В чем в нем проблема. Потом все остальные. Вот этот и вот эти. То есть все 4 у нас выгорели. PLC. Это на генераторы. И вот здесь вот по питанию, вот здесь вот, у нас короткое замыкание. Сейчас скроем, посмотрим. Выглядит это вот так. Здесь платы вставлены вертикально. Сейчас достанем, посмотрим. Так, проверяем диод. Мы видим, что он в коротком замыкании. Проблема вот в этом диоде. Скорее всего, это у нас стабилитрон, защитный стабилитрон, супрессор так называемый. Он сделал свое дело, спас плату и сам сгорел. Вот этот защитный диод. Это оказался мощный трансил, который ставили для защиты цепи питания. Еще нам осталось вот эти закончить. Ну и эти стоят уже. Все, запустились PLC после такого ремонта и установки. Вот они все работают.
Лампочки горят. Отсюда вот питание, шланги идут на мониторы. Вот на вот эти. И здесь так само. Вот это дистанционное управление генераторами работает. 3 старых PLC больших коробок мы заменим на новые, потому что пластиковые корпуса уже развалились, уже не держат. Нижние 2 вообще на проводах висят. Все работает. Единственное, вот этот, вот в этой плате там что-то еще короткое, но они обещали платку подвести. Хорошо. Вот синхронизаторы. 3 штуки. 4-й мы уже отдали агенту, он привезет новые. Будем заказывать. Как раз есть возможность заказать. И они есть в наличии. Почему ремонтировать их тут нет смысла? Если есть новые. Вон видно, как здесь все обуглилось. Вот это какое состояние плат. Здесь вон еще диоды погорели. Вот. Ну, внутри все залито компаудом. Вот это такой блочок на 24 вольта. Его можно поменять. Есть такие на 24, есть такие на 220. Ставится сюда на 220, будет на 220. Они изначально и были на 220. Вот написано на всех 220. А потом кто-то карандашом зачеркнул, написал 24. А по документам, по чертежам они у нас все на 220. Эти синхронизаторы. Ну, неважно, это только питание. То есть состоит из 2 плат. Плата питания и, собственно, сама плата синхронизации. Вот это. Ждем новые. Эти уже все в утиль. Это 3-я группа контроллеров в этом электрическом шкафу. Так, и вот еще один PLC, который тоже сгорел. Вот питание. Туда, куда питание подходит. Короткое замыкание. Здесь лампочки горят, потому что здесь входные и выходные. Оно просто показывает, тут такое бывает. Этот блок, очевидно, в порядке. Вот этот вот сгоревший. Вот этот надо будет снимать и устранять неисправность. Ну вот он, этот у нас PLC. Питание подходит вот сюда. Сейчас я разберу корпус, посмотрю, куда оно идет. Может быть, получится его отремонтировать. Вот так он разбирается. Выщелкивается на защелках. Одна в одном. Нас интересует пока что вот эта часть. Разобрав этот лего-конструктор, вот что сразу кидается в глаза. Скорее всего, вот он, виновник неисправности. Варистор. Вот он стоит. Сейчас его прозвоню. Ну, скорее всего, это он. Вот он. Как я и предполагал, это варистор. И он выполнил свою работу, защитил схему. Сейчас его надо поменять. Такого варистора в СМД исполнения у меня нет. Но у меня есть вот такой, который сюда впихнуть некуда. Поэтому я сейчас отсюда выведу проводки наружу и припаяю вот этот варистор. И будет у нас такой навесной монтаж. Вот так я подготовил провода. Здесь был вот этот варистор. Вот он. Собрал я PLC обратно. Получилось вот так. Здесь запрятан варистор. Нигде не выступает. Все. Теперь можно ставить его обратно. После установки на место этот PLC запустился с ошибкой на экране.
Пришлось скачать прошивку сайта ABB и загрузить ее в контроллер. Вот уже после переустановки прошивки появилась надпись Run, и все заработало правильно. Но передачи данных все равно не было. Проблема оказалась в правом блоке, вот в этом. Сняли этот блок, чтобы выяснить, в чем проблема. Проблема оказалась в одном транзисторе и микросхеме. Вот в этих, отмечено красным. После замены этих деталей поставили назад, и все заработало. Вот так теперь работает этот PLC. Все нормально. Run. Четвертая группа PLC из этого электросчета. И вот еще вот этот PLC, тоже у него короткое замыкание по питанию. Так, вот это еще один PLC я разобрал. Ну, здесь очевидно, что вот это искомая проблема. Здесь у нас похоже на варистор. Сейчас его прозвоню и посмотрим. Так, делаем замер. Да, вот он у нас. Проблема не работы. Вот он. Варистор под замену, и все должно заработать. Запаял, поставил вот так вот варистор. Нагнул его, чтобы он по габаритам не выступал. Но это старый варистор, такой был, SMD исполнении. Поставил нормальный. Так, поставили это на место. Вот тут еще есть несколько блоков PLC. Дополнительные блоки, они не работают. Вот такой вот блок. Снимается крышка. Вытаскивается. И вот такой блок, который не работает. Сейчас посмотрим, что с ним такое. Вот эта плата. Здесь у нас подходит напряжение. Получается плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. И идет вот так вот чередование. И вот мы смотрим, что у нас имеется. Все в коротком замыкании. Это вторая группа. Это пошла вторая группа. Это одна группа. Вот эта группа. Все цепи питания, все в замыкании. Здесь у нас получается нормально. Это опять же плюс, минус, плюс. Тут все хорошо. Вот на этой полосе все хорошо. Через одну. А здесь каждая звонится накоротко. Смотрим, что у нас здесь имеется. Ну, здесь имеется подходящее питание, резисторы, фильтрующий конденсатор. И вот здесь вот у нас стоит трансил, или же двунаправленный стабилитрон. Вот такой. Вот я уже одну такую плату сделал. Это вторую. И у них у всех одинаковая неисправность. По цепи питания сгорел вот такой трансил. Такого у меня нет SMD исполнения. Поставлю вот такой с ножками. Он сюда как раз хорошо встанет. Сейчас сделаем замеры. Вот у нас стоит на прозвонке. И видно, что здесь короткое замыкание. 15 Ом, это очень мало для трансила. В одну и другую сторону 15 Ом. Для сравнения, вот здесь, который исправный, в одну и в другую сторону 0. Этот защитный стабилитрон на 36 вольт. Вот.
Я его меняю, ставлю вот такой. А на одной плате получился, надо было заменить вот здесь трансил. Этот оказался исправным, вот этот сгоревшим. Но это было в зависимости от того, какая линия была включена, там и сгорела. Вот так работает сейчас нижний ряд в этом электрошкафу. Все работает. Все модули в работе. Тут есть разные модули. Цифровые, аналоговые, входы, выходы. Вот это два ряда. Все работает после ремонта. 5-я группа контроллеров в разных местах по судну. Вот еще один ящик. Вот такой Boson Locker. И здесь у нас тоже два PLC, которые не работают. Предохранители сгоревшие. Вот здесь вот по питанию короткое замыкание. В каждом из этих. В каждом PLC. Поэтому сейчас снимаю эти PLC. Таким же макаром проверяем линию на 24 вольта. Вот так выглядит этот PLC с боцманской кладовой. Здесь у нас вот вход. Вот вход, плюс-минус. И здесь идет варистор. Вот он. Варистор в пробое. Внешне он выглядит очень даже хорошо. На самом деле, вот он. На самом деле он пробит. Замена варистора должна решить проблему. Припаял вот так. Новый варистор. Будет выступать за габариты. Ничего страшного. Получилось вот так. С выступающим варистором. Ну да и ладно. Не найдя проблем в этой базе, в другом PLC, здесь варистор в порядке, но все равно выбивает предохранитель. Значит, надо искать здесь, где питание проходит. То есть сработало что-то здесь. Ну, смотрим. Вот мы вскрыли вот этот другой PLC. И видим здесь вот это варистор. И он не в пробое. Он не в пробое. Но вот этот PLC, когда установлен в щите, выбивает предохранитель. Ну что, значит, меряем сопротивление на входе. Что у нас получается? Сопротивление бесконечности. Пробоя нет. Почему же тогда он у нас выбивает? Вскрываем голову. Тут у нас находятся 3 платы. Вот те платы вроде нормальные. На этой плате у нас существует вот здесь вот. У нас здесь нет. Вот это тоже стоит варистор. Здесь на входе предохранитель, варистор, и дальше пошло питание платы. И вот тут видно небольшое такое потемнение, точечка. Очевидно, вот этот варистор сгорел, но он сгорел не полностью до нуля. В нем осталось 380 Ом. То есть, когда мы подключаем эту плату, ставим на место. Вот так. И меряем сопротивление на входе. У нас он 385 Ом. Вроде и не короткое замыкание, но выбивает предохранитель. На аналогичной плате там где-то. Поэтому снимаем эту плату, убираем этот варистор и ставим другой.
тогда все должно заработать. В итоге получилось вот так. Припаял вот такой варистор на 26 вольт. Сюда он хорошо вставляется. Места хватает. Все. Ставим на место. Проверяем. Сейчас проверим сопротивление на входе. Сколько он показывает. О, ну, 21 килоом, 22, это уже совсем другое дело. Все, идем ставить ящик. Сейчас ставим вот этот PLC, у которого внутри поменянный варистор. И подключим вот эти предохранители. Итак, PLC установлен. Включаем. И что мы видим? Зеленые лампочки. Здесь на питании. Здесь зажглись какие-то еще прием-передача. Вот так, в принципе, и должен работать PLC. Здесь загорелись у нас оптроны. Предохранители больше не убивает. Вот эти PLC такие же стоят на мостике в коридоре помещения экипажа. Ремонт аналогичен и уже закончен. Ну вот и все. Работает. Все PLC в порядке. Все ABB вот эти все отремонтированы. Поставили новые вот эти PLC фирме Dave для дизель-генераторов и получили новые вот эти синхронизаторы. Вот они все работают. Это новые получили. А вот эти поставили новые, потому что старый уже корпус рассыпался. Вот эти вот большие 3 штуки. Ну, старые оставили на всякий случай. Они рабочие, отремонтированные. Ну, здесь уже стоят новые. А вот эти ABB стоят старые, отремонтированные. Новых от ABB так до сих пор и нет. Вот эти все рабочие. Все в порядке. А, еще здесь забыл сказать. Вот это у нас свечи. Они были исправны. Сюда подключается вот так вот шланг. Такой кабель. Вот. USB переходник. И через интернет можно программировать. А так программировался вот этот вот микроконтроллер. Идем посмотрим, что показывает наш компьютер. Ну вот, все данные есть. Это перечеркнуто, потому что сенсор не работает. Все, вот можно здесь оперировать. Все клавиши активные. Все хорошо. Ну и второй компьютер, точно такой же компьютер. Все то же самое. 2 компьютера в машинном отделении. Вот, все работает. Все хорошо. Азиподы, контроль. Вот все PLC у нас в работе. Это здесь на линии проблема, это не с PLC. Все отремонтировано. Сейчас пойдем на мостик посмотрим. Там тоже компьютер есть. Вот мы на мостике. Здесь такой же компьютер, как и в машине. Отсюда могу видеть, что у них там творится. Вот точно такой же монитор. Все то же самое. Можем смотреть. Как и в машинном отделении. Все работает. Все хорошо. На этом ремонт окончен.
Все работает как надо.